Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о том, как добывается в океане всем известный моллюск – кальмар. Мясо кальмара считается продуктом не только деликатесным, но и низкокалорийным при наличии массы полезных элементов. Именно этим объясняется его большая популярность у потребителей. К тому же он относится к недорогим морепродуктам, а приготовление блюд из него не требует сложных манипуляций и больших временных затрат. Россия занимает 7-е место в мире по вылову кальмара. Это не более 80 тысяч тонн в год. Основной вылов производится в северо-западной части Тихого океана, от 50 до 68 тысяч тонн в год, на западе Берингового моря, в районе Курил, в Японском море. Всего же в мире вылавливается от 1,3 до 1,5 миллионов тонн кальмара в диком виде. Причем в промысловых целях используется порядка 6 его разновидностей. Жизненный цикл многих видов в большинстве случаев очень короток, не более 2 лет, поэтому вылов происходит в интенсивном порядке без вреда количеству основного поголовья. Промысловый кальмар невелик по размеру. Чаще всего длина тела со щупальца не превышает метра, но в океанических водах встречаются виды, способные достигать 15-18 метров. Обитает кальмар в любых морях и океанах, невзирая на климатические пояса. Каждая из разновидностей идеально приспособилась к проживанию в своей зоне. Все разновидности являются хищниками. Поимка добычи происходит щупальцами, которыми он не только держит и душит жертву, но и подает ее к ротовому отверстию. Щупальца также помогают и обороняться при необходимости. Кальмары, обитающие в северных морях, имеют малый по сравнению с южными сородичами размер и преимущественно не имеют яркой окраски. Промысловый вылов кальмара ведется на специальных судах, в оснащении которых есть джиггеры или снасть в виде вертикального пелагического яруса, или донные тралы, или кошельковые неводы. В первых 2 случаях обязательно наличие осветительного оборудования. При этом такие способы наиболее часто используются из-за большей эффективности добычи. В промышленных масштабах кальмара ловят практически только ночью, на свет, применяя вертикальные ярусы и автоматические ярусовыборочные машинки. На борту судна установлен аппарат с электродвигателем, 2 эксцентрической формы барабанами и 2 выдвинутыми на кронштейнах за борт роликами. На любой барабан намотан ярус, однонитевая синтетическая леска с бесчетными от 30 до 40 ярко окрашенными, чаще всего красными, зелеными и белыми, время от времени люминесцирующими пластмассовыми блесными джиггерами. Они призваны имитировать основную добычу кальмара в регионе. Любая из них на нижнем конце несет 2 кольца острейших безбородочных крючков длиной от 0,8 до 1,4 мм, в зависимости от размеров вылавливаемых кальмаров. Расстояние между блеснами около полуметра. Ярус заканчивается грузилом. Блесны не наживляют. Ярусы выбрасываются специальной машиной, производящей это действие максимально равномерно. Подтяжка и сбор их также автоматизированы. Эти машины устанавливают по обоим бортам судна на всей протяженности от носа до кормы, в количестве от 6 до 40 штук и более. Посредине судна между мачтами в 1 либо 2 последовательности подвешивают броские галогенные лампы мощностью от 1 до 5 кВт. Эти гирлянды из ламп накаливания должны образовывать световой круг вокруг судна. Интенсивность светового потока регулируется таким образом, чтобы он привлекал, а не отпугивал своим светом. Выбрав перед закатом с помощью высокочастотного эхолокатора место лова, судно ложится в дрейф, выкинув плавучий якорь в форме парашюта, чтобы держаться строго носом на волну, при этом ярусы с обоих бортов уходят в воду вертикально и как раз на границе света и тени. Электродвигатели ритмично поднимают и опускают ярусы с блеснами, причем блесны из-за эксцентричности барабана все время подергиваются, как бы приплясывают, выполняя древний матросский танец джигу, отсюда и название способа ловли – джиггер. Кальмар, привлеченный светом, всплывает ближе к поверхности и приближается к судну. Зрение позволяет ему различить движение блесен. Однако кальмары не могут рассмотреть блесны на границе света и тени, а замечают только что-то вспыхивающее и подрагивающее, подобное отблеску лунного света на чешуе небольшой рыбки. Жадность застилает глаза, принимая их за добычу, они бросаются на отблеск и зацепляются за крючки, встроенные в блесну руками, щупальцами, губой, время от времени даже плавником.
Когда происходит активный клев, на каждую блесну нацепляется по 2-3 кальмара. Проходя через ролик при выборке яруса, кальмары сами собой отцепляются от крючков, для этого-то на них и не делают бородок, и падают в помещенный под барабанами желоб с проточной водой, которая сносит улов в неспециализированный бак. Оттуда их достают рабочие по сортировке, укладывают на поддоны и отправляют в охлаждаемый либо морозильный трюм. Ярусом можно ловить кальмаров со 180-метровой глубины, а когда в ходе лова кальмары неспешно поднимаются к поверхности, заглубление снасти уменьшают. Все операции регулируют с мостика, рыбаки на палубе только наблюдают за работой машинок. В районе концентрации кальмаров в один момент могут находиться много судов разного водоизмещения, занимающихся промыслом. Флотилия вытягивается извилистой лентой соответственно изгибам гидрологического фронта, на котором скапливаются кальмары. Из космоса скопление судов благодаря яркости применяемого освещения выглядит как огромный многомиллионный мегаполис. С восходом солнца лов заканчивается. Однако не стоит думать, что кальмаров можно ловить на море исключительно в ночное время. Днем этот вид головоногих также весьма активен, но его подчас трудно обнаружить в незнакомом районе моря. Самый лучший вариант, если судно направляется на уже проверенное годами уловистое место, где постоянно обнаруживаются скопления разных видов кальмара, и данный район, ко всему прочему, еще и считается промысловым для судов, ведущих их добычу. Объем вылова за раз в случае использования ярусов или джиггеров в сочетании с освещением может достигать 20 тонн. Траловым методом на борт поднимается до 5 тонн за час прохождения с тралом. Ловушки сайрового типа могут принести около 5 тонн за один подъем, кошельковые снасти – до 10 тонн за один замет. При этом все типы тралов и сетей, кроме ярусов и джиггеров, специально предназначенных для вылова кальмара, не способны удерживать в снасти улов меньших размеров, чем ячейка сети. А это сильно уменьшает добычу. Перед тем, как отправить улов на материк, на промысловом судне производят предварительную обработку кальмаров. Во многом это зависит от размеров кальмаров. Мелкие моллюски промывают и разделывают прямо на судне. Разделанных головоногих моллюсков тщательно промывают в воде при температуре 15-18 градусов Цельсия до полного удаления остатков слизи, внутренностей, песка и оставляют для стекания избытка воды. Обработанные на судне кальмары часто подлежат охлаждению или заморозке. В порту добытые кальмары перегружаются в грузовик и отправляются на перерабатывающий завод. Здесь улов промывается и отправляется на разделку. Кальмары разделывают на тушку или на филе. Разделка кальмара на тушку производится следующим образом. Сначала захватывают голову у основания и осторожно разрывают связки между туловищем и головой. Затем легким рывком отделяют голову вместе с внутренностями, одновременно удаляют хитиновую пластинку из тушек кальмара. Голову со щупальцами отрезают от внутренностей, удаляют клюв, глаза и направляют на мойку. Внутренности при разделке необходимо удалять осторожно, чтобы не загрязнить мясо и не раздавить мешочек с сепией, иначе тело кальмара окрасится в черный цвет. При разделке кальмара на филе, острым ножом делают разрез мантии по спинке или брюшку, начиная от ее края и заканчивая у основания плавника. Сделав разрез, отгибают стенки мантии, удаляют хитиновую пластинку и внутренности вместе с головой. Брюшную полость зачищают тупой стороной ножа. Затем производится обешкуривание. Это одна из наиболее трудоемких операций при первичной обработке кальмара на предприятиях, потому что обешкуривание слабо поддается механизации. При удалении кожи значительные трудности создает изменение цвета мяса.
Выбор способа удаления кожи с головоногих должен обеспечить максимально возможное сохранение всех качеств мяса. Показателями качества обезшкуривания служат потери массы и сухих веществ, продолжительность процесса, а также сохранение характерных для мяса моллюсков органолептических признаков, цвет, запах, вкус и консистенция. Таким образом, получается полуфабрикат, который либо сразу может поступить в продажу на прилавки магазинов, либо отправиться на вторичную переработку, которая является более сложной. Например, на машину, предназначенную для нарезки цельного филе кальмара на кольца или соломку. Она называется слайсер. Ее режущий узел оснащен водоподающими форсунками, что позволяет содержать подающий транспортер в чистом состоянии на протяжении всего рабочего цикла. Машина выполнена из нержавеющей стали, соответствует высоким санитарно-гигиеническим нормам и имеет высокую производительность. Благодаря конвейерной подаче продукции и дисковому блоку ножей, нарезка получается ровной и аккуратной. Толщина разреза осуществляется на заказ. Устройство простое и надежное в эксплуатации, техническом обслуживании, быстро и эффективно работает, значительно экономит ручной человеческий труд. Такая машина может производить 150 кг продукции в час. Это хорошее и экономичное решение, когда с высоким качеством за короткое время необходимо разрезать на ломтики или полоски огромное количество незамороженных и бескостных продуктов, таких как кальмары. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!